Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной бритвенный обзор, и опять необычный. Быстренько повторение пройденного. В прошлом обзоре лезвие Merkur Zollingen. Ребят, для меня это закрытая тема, лезвие О. Я нашел с ними общий язык, бреют замечательно. То, что я говорил по цене, на сайте «Опасная бритва РФ» указана стоимость 10 лезвий. Ребят, когда будете смотреть на ценник, не упускайте это из вида. То есть это тоже нужно иметь в виду. Лезвие зачетное. Убираем. Дальше. В прошлом обзоре от «Опасная бритва РФ» у меня был помазок HGM деревянной ручкой. Как вы помните, мы не сумели с ним договориться. Я не думаю, что это косяк помазка. Я думаю, что это время. Нужно время его понять и дать ему возможность раскрыться. В любом случае я его не брошу, буду им заниматься и более чем уверен, он себя оправдает. С этим помазком тоже закончили, убираем. Дальше. Также участвовало мыло от Nani Silisoap. Благодаря тому, что с помазком не все было ясно, мыло тоже вроде бы как вначале пошло не так, но потом после того, как я взял Wolfix, мыло раскрылось. Поэтому мыло от Nani, от Sharon из Англии однозначно зачет. Я не считаю нужным повторять на эту тему еще что-то. Это лично для меня must have. Вы решите, определитесь сами. Герои сегодняшнего обзора. Начну с конца. Линия автошейвов. Сегодня она занята мной, лично мной. По наводке Андрея Карасева, он сказал, говорит: Вадим, я взял Океан. Океан, говорит, и хочу попробовать. Фабрика Красная Заря. Говорит, а почему нет? Что-то, говорит, мне понравилось. Ну и меня тоже жаба задушила. Думаю, дай-ка я пойду там поразведаю. Нашел, у нас тоже продается. Отдал. Блин, ну страшно сказать, 3 бакса, 198 рублей. Что из себя представляет этот зверь сегодня, мы узнаем. Мыло. Мыло сегодня у нас будет представлено компанией Giffen Scare. Альварес Гомес, это как бы известная компания, да, Испания. Но плюс ко всему это будет не мыло, это будет крем, и причем крем для чувствительной кожи. И не просто чувствительной кожи, а он еще напичкан всякими натуральными маслами. Это мускат, это алоэ вера, это роза, это органия. Блин, ребят, я слов-то таких не знаю, но это все там есть. И что это за штука такая, мы сегодня с вами попробуем. А также благодаря Павлу Захарову, моему подписчику из Екатеринбурга, которому огромное спасибо, Пах, жму тебе руку, мы сегодня с вами сможем познакомиться с Merkur Zollingen. Футур, тот самый станок, который будоражит уже не один год умы всех, кто связан с бритьем Т-образными станками. Павел воспылал к нему нежно и трепетно, нашел его на Авито, и тот человек, который его продавал, он купил его в Англии весной этого года, он проживает в городе Омске. Паша мне ВКонтакте пишет: Вадим, поможешь? Я говорю, а что нет-то? Он говорит, ну раз так, говорит, возьми там в обзор его обкатаешь, потом мне вышлешь. Ну вот и настал его час, ребят. Сегодня мы с вами узнаем, что это за зверь такой, благодаря Павлу Захарову. Паша, еще раз спасибо. Да, последнее. По части лезвий сегодня будет рапира Platinum Lux. Почему? Это мои старые добрые знакомые, запасы которых у меня сродни военным запасам. Не один блок, я их знаю, я их люблю. Поэтому в новом станке я решил начать с них. Потому что работу лезвия я знаю, работу станка нет. Поэтому сегодня будут эти лезвия. Ну что ж, что тянуть-то? Давайте распаковывать. Вот такая вот красота. Кстати, станок выполняется в двух вариантах. Он может быть золотой или матовый, серебро с матовым. Есть одна маленькая проблемка, вернее это не проблемка, это недоразумение, досада. Дело в том, что предыдущий владелец, он оставил на станке несколько пятнышек. Когда я с ним разговаривал, выяснилась следующая картина. Станок лежал в открытом доступе в ванной, и кто-то из домашних наводил уборку. Случайно брызги моющего вещества попали на станок в том числе. Вот именно так, с его слов, этот станок и заработал свои коцки. Они не критичные. Они, собственно,
даже в глаз-то не сильно бросаются. Но тем не менее, будущие владельцы, кто будет смотреть на такой станок, обратите внимание, что не все моющие средства могут касаться этого станка. К сожалению, я так и не выяснил, что за моющие средства. Но вот факт остается фактом. Станок регулирующий. У него регулировка идет от единицы, в принципе, до 6. Открывается не совсем обычно. Сверху вот такая вот защелка. Давайте посмотрим, что он может. Заряжаем. Так, это мы открываем. Достаем. Центральная пластина, вот здесь вот, она фиксирует, она задает лезвию его расположение. А потом сверху уже крышкой, она там как в клипсы попадает, там 2 проволочки, мы закрываем. Предыдущий владелец станка предупредил, что станок для него чрезвычайно агрессивный. Несмотря на все его регулировки, даже на единице для него было слишком жестко, потому что человек брился каждый день. Насколько это верно и как этот станок пойдет мне, сейчас мы с вами узнаем. Давайте изначально, типа мум, ай боюсь, поставим сразу на единицу, начнем с нее, а там уже будет видно. Самый главный, один из, ну, можно сказать, ого-го, какой герой, сами понимаете кто. Та-дам! Пускай это будет Big Bloss. Ребят, я выслушал все ваши пожелания, и там было много всяких предложений, большинство из них хорошие парни, чье имя не попало, не сердитесь. Вот почему-то мне вот зашло Big Bloss. Вот Big Bloss, ну, пускай будет Big Bloss. Big, ну, сами понимаете, не маленький, все-таки 26 миллиметров. Ну, а Bloss, ну, это фамилия хозяина, так что чуточку оттуда, чуточку отсюда. Вот Big Bloss. С ним и будем работать. Для начала мы с вами его замочим. Нет. Парни, все не так. Сегодня мы будем работать без катла. Для пущей информативности, я думаю, что бритье со скатлом это, конечно же, здорово, но существует много других способов бритья, то есть подготовки к бритью, в том числе сбивание пены, например, в руке, сбивание пены на лице. Для тех, у кого, допустим, нет на сегодняшний день пришейва, существует еще один способ, как подготовить свою кожу к лицу. Я вам его уже показывал, но покажу еще раз. Все, что вам нужно, если вы сумели после душа распариться или еще что-то, это замечательно. А если нет, возьмите теплой водой, намочите ваше лицо, а потом возьмите чуточку того вещества, которым вы собираетесь бриться. Но в данном случае это будет крем от Give & Care. И просто нанесите. Вот этого будет достаточно. Все. Сейчас, по идее, ему нужно там, ну, минутку, полторы-две, чтобы он поработал. За то время, пока он будет работать, я могу вырезать, а можем потрындычать. Если потрындычать, то, конечно же, лучше для меня вот об этой вещи. В обзорах, вернее в комментариях под видео, кто-то его назвал маленьким. Ребят, я думаю, что вы ошибаетесь, он не маленький. Самый маленький помазок, который в принципе реально стоит рассматривать, это 18 мм в диаметре головы. Маленький, походный, да, придется им там попрыгать, но тем не менее такие существуют. Самый же большой, который я видел, вернее о котором я знаю, что они могут быть, это 30 мм в диаметре вот этой вот кисточки. Ребят, здесь 26. Он не самый большой, но он и не маленький. Так что я думаю, это ошибка. Как он сейчас будет сбивать пену на лице, мы с вами вместе увидим. Так, все. Да блин, я даже не знаю. Ну, наверное, достаточно уже что. А теперь возьмем немного крема. Ну, скажем, вот так. Слегка смочим. Парни, все, что делаю, делаю впервые. Вместе делаем, так что сейчас узнаем. Брызгаться.
О, Господи, как же он пахнет. Запах одуряющий. Это запах. Чувствую, воды мало. Давайте добавим маленечко. Ну, даже много поклал. Крем густой. Густой. И чувствуется, что те масла, которые в него заложены, они работают. Парни, вместе с вами первый раз вот вбивал пену на лице, до этого ни разу этого не делал. Ну вот, смотрите, что получилось. Ну, вот как по мне, я бы, наверное, все-таки еще вот чуть-чуть бы намочил и прошел. Вот у нас что есть. Помимо всего прочего, мне почему-то кажется, что именно этот помазок не для сбивания пены на лице. И за счет жесткости, у него жесткости хватает, но все-таки, мало ли что я думаю, давайте просто проверим, посмотрим. Сейчас я наберу воды, чтобы каждый раз от струю не сбивать и чтобы микрофон не забивал. Но на единичке он, мне кажется, чересчур мягко. Сейчас я его поставлю на двоечку. Да, двоечка, это вот уже чувствую мое. Интересно, девки пляшут. Качество пены нравится. Конечно, ее не так много, как это могло бы быть в скатле, допустим, или в чаше. Но по структуре она плотная. Я думаю, все-таки было бы лучше, если бы я ее сбивал в чаше, потому что я чувствую, что не могу контролировать ее влажность. Вот здесь почему-то для меня загадка, непонятно. Вполне вероятно, что есть какие-то факторы, которые я не учитываю. Идет замечательно. Ну вот, пожалуй, что и все. Это то, что у нас осталось по мазке. По структуре пена однородная. Она не такая упругая, как я рассчитывал. Вот видите, хвостик загибается. Вот видите? Я хочу на этот крем посмотреть еще раз, как он поведет себя в чаше.
На лице, да, нормально побрился, без раздражения, без пореза, без всего, замечательно. Но мне очень интересно, что покажет этот крем в чаше. Вполне может статься, что он не предназначен для того, чтобы его сбивать на лице. По обилию пены, по ее количеству, вы сами все это прекрасно видели. Да, побрился, да, нормально, но я хочу лучшего. Вот в следующий раз в чаше попробуем. Сейчас я быстренько себя в порядок приведу. Ну что ж, парни, судя по всему, средства от порезов, которые предоставили компании Прораса, которые предоставили опасная бритва РФ, опять осталось без дела. Но пускай лучше оно будет, чем его не будет. Я, конечно, не хочу разбодаться в кровищу, но, наверное, рано или поздно представится случай просто испытать, чем уже, собственно, отличается от камней, которыми я обычно использую. Алюма поташа я имею в виду. Океан, ocean, если по-английски. Лучше по-русски океан. Запах, да. Знаете, завяжите вам глаза, дай понюхать, вы сразу скажете, это наш, это русский. Ну, российский. На что-то типа Лореаля или еще чего-то такого, вот это не похоже. О, 50 или 60% алкоголя. Лялечка. Ребят, хорош? Итак, к нашим баранам. Про рапиру говорить не буду. Станок интересен, станок хорош. Бритье, внешний вид, сами понимаете, это вообще зачет, это что-то из будущего и прочее. Но есть у меня к нему замечание. Несмотря на то, что побрился вообще без сучка, без задоринки, вначале на первой, потом на второй позиции, моя все-таки, наверное, была бы двоечка. Замечание следующего рода. За счет строения головы, вот такая, какая у него есть, я обратил внимание, что лезвие, вот конец лезвия, он слишком глубоко утоплен получается. Здесь сбоку есть еще буртик вот этот вот. Так вот именно этот буртик не критично, но все-таки мне не давал возможность залезть вот в этих вот местах. Я испытывал некоторые неудобства. Вполне допускаю, что со временем я бы привык и выбирал бы там все нормально. Но вот в данный момент, не привыкнув к нему, я это почувствовал. Хочу предупредить об этом вас. И еще одно, вес. Я не считаю себя маленьким, хлипеньким, но обыкновенный, но средний, там, таких миллионы. Но тяжеловат. По сравнению со всеми остальными, такая, знаете, такая прям гирька. Если в модах мне это нравится, то здесь вам махать это на любителя. То есть, если вы любите вот такой вот вес, то вполне возможно он вам и подойдет. Почему нет? А любителю бритья Павлу Захарову из Екатеринбурга: Паш, ты хоть и не новичок, ты уже знакомый с опасками, с тэшками, не первый год на этом сидишь. Познакомишься с этим, вот потом напиши, как он для тебя, тяжелый, не тяжелый, как он вообще в обиходе. Вот было бы интересно вот под всем этим послушать. В общем и целом зачет. Штука интересная, необычная, из ряда вон, бреет замечательно, степени настройки от 1 до 6, все это есть. На моем любимом резе я получил хороший результат, он меня полностью устраивает. Если учтете вот те мелкие нюансы, про которые я вам сказал, ну почему бы и нет, подумайте. Что касается крема Альварес Гомес, запах 5. Запах 5, питание кожи 5. Для бритья, как вот станок он позволял вести, не было никаких ни задиров, ничего. Такое ощущение, что станок все время идет как по накатанной, знаете, как вот какая-то там пленочка есть. Несмотря на то, что пены было не так уж и много на лице, побрился вообще без замечаний. Под конец то, что выдавилось по мазка, да, но там было, пускай немного, как я привык, много, но тем не менее оно было нормальной консистенции, чуть-чуть жидковато. Я допускаю, что это из-за моей неопытности, что я впервые вбивал пену на лице и не совсем еще до конца представляю себе этот процесс. Нужно еще вот эти вот все нюансы поучитывать. В следующий раз я обязательно возьму этот крем на обзор, он будет в чаше, посмотрим, что он покажет в чаше. Пока, ребят, зачет, хороший крем.
Хороший крем с хорошей консистенцией. Не помню, сколько он стоит. Но не думаю, что он намного дороже других. Помимо тех масел, натуральных масел, про которые я вам уже говорил, здесь еще отчетливо чувствуется лимончик такой, знаете. Вообще хорошая штука. Интересно, мне понравилось. Здоровско. Ну и Big Bloss. Big Blossик. Мне понравилось, как он себя вел. Не совсем я понял, когда он начал фыркать, и тут брызги во все стороны раздались. Но вполне возможно, что это из-за его лампочковой формы. И что, видите, не все волоски вверх выходят. Вполне вероятно, что для сбивания на лице подошла бы больше не лампочка, а, скажем так, весло или пропеллер. Там плоскости маленечко другие. Допускаю, согласен. Я, скорее всего, заставил его заниматься не той работой, для которой он предназначен. Я таки подозреваю, что вот эти вот срезы, вот эти вот формы, которые вот есть, они больше предназначены для чаши. В чаше все это делать. А я его попер на другой огород. Тем не менее, он с этим благородно справился. Да, поплевался, да, отматерил меня. Но свою работу сделал. И под конец еще показал, что у него есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. И если что, я мог бы еще и 4-й, и 5-й раз прогнать. Ребят, зачет. Это хорошая машинка. В следующий раз мы с ним поработаем в скатле. Ну и что касается лосьона. Ребят, все эти лореали, шмореали, там, таратали, да, хорошие машинки, они прочно обосновались на нашем российском рынке. Но фабрика Заря не дремлет, она думает о вас. Это один из тех вариантов. Хороший запах. Отличное увлажнение. Да, алкогольный, да, продрал так, как продрал. Но я это люблю. Кто не любит алкоголь или у кого проблемы с кожей, ребят, учитывайте это, пожалуйста. Запах замечательный. Не тянет. Увлажнение кожи тоже прекрасное. Ребят, 198 рублей. Я таки считаю, что это хорошо. Поддержим наш автопром, или как там, парфюмпром, или как это называется. Если будете проходить мимо, вы видите вот эту вот штуку, возьмите, не пожалеете. На этом, пожалуй, все. Разрешите закончить, попрощаться с вами. Ну и до следующих видео. Густой, вкусной вам пены, запашистой, душистой. Хороших помазков, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. И дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Удачи.